Во-первых, у меня вопрос. Кто что-то вообще хотя бы слышал про ECS? Отлично. А кто уже пробовал делать что-то с ECS? Так. А кто активно уже работает с ECS? А чем вы пользуетесь? Собственный. Отлично. Я очень надеюсь на какие-нибудь каверзный вопрос от вас в конце. Отлично. Вы мне очень пригодитесь. Ну, в таком случае, я думаю, мы начинаем. Если о сложности иерархии ваших классов у вас уже болит голова, а добавление нового функционала скорее похоже на каторгу, нежели на рабочий процесс, вы пришли по адресу. В сегодняшнем докладе я вам обещаю научить вас делать идеальную архитектуру ваших игр, которая позволит вам наконец-то начать радоваться жизни и рабочему процессу. Но, во-первых, о том, кто я вообще такой и что я сюда пришел. На слайде показаны примеры проектов, в которых я либо принимал участие, либо делал сам, и все из них выпущено, кроме вот RPG-шки в правом нижнем углу. Последние 2,5 года, до июля 2017 я работал в компании CarX Technologies. Мы делали игру CarX Highway Racing, которая сейчас доступна в Play Market. И последние полгода работы там я занимал должность ведущего программиста. И с июля мы с товарищами с той самой работы собрались и подумали, почему бы нам не сделать свою собственную игру. И чтобы не ходить вокруг да около, рассмотрим примеры ECS именно на примере вот нашей игры. Наша игра называется Road Trip Overdrive. Это такой сайд-скроллерный раннер про машинку, которая ездит достаточно быстро по различным ухабам, прыгает. И во время прыжков мы можем выполнять различное количество трюков. Трюки, в свою очередь, складываются в квесты. То есть трюки – это такой хлеб игры, и нужно очень много и часто возвращаться к началу, продумывать, какие трюки нам нужно сделать, какие-то трюки нас перестают устраивать, поэтому мы их изменяем, какие-то трюки мы удаляем. То есть всем вполне знакома ситуация, когда от начального дизайн-документа, который нам принес наш любимый геймдизайнер, под конец разработки вообще ничего не остается. И поскольку разработка игр – это такой достаточно итеративный процесс, важным моментом архитектуры является возможность ее расширения. И обычно, чаще всего, такие вещи типа менеджер трюков, менеджер аудиоэффектов, менеджер пула, в общем, реализуется это обычно такими закрытыми классами, в котором либо прописан вообще весь функционал на 1500 строк, я смотрел пример подобной игры, и у них трюки были реализованы именно таким образом. И вообще говоря, это, поскольку вы чувствуете свой собственный контроль над тем, как у вас работает игра, это создает начальное ощущение контроля. Но всем нам знакома ситуация, когда какая-то фича, которую мы сами придумываем или которую нам приносит наш геймдизайнер, она просто физически не умещается в текущую архитектуру, которую мы так долго продумывали. То есть наш красивый, чистый код, который мы в поте лица долго думали и считали, что он будет расширяем до самого конца, он просто перестает работать. Это продолжается, добавление нового функционала и наворачивание костылей вокруг этой архитектуры продолжается до тех пор, пока не возникает ситуация, когда кто-то один, или все разработчики решают, что нужно переписать архитектуру. Мне кажется, это достаточно такая общая ситуация среди разработчиков. Может быть, у кого-то была такая ситуация, когда хотелось переписать? Но я думаю, если посмотрите на руки, то видно, что это общая проблема. То есть я, когда начинал работать с программистом, я считал, что я буду писать идеальный код, который не надо будет переписывать. И что те, кто переписывают, они просто не умеют программировать. А в итоге из этого никуда не деться, поскольку процесс похож на порочный круг. То есть мы передумываем архитектуру, она перестает работать, мы все переписываем, если нам дают время. Если не дают, то мы просто живем и мечтаем, спим и мечтаем, как мы все перепишем. Но неужели нет более гибкого способа написать нашу игру и фичи таким образом, чтобы не приходилось каждые полгода садиться и переписывать проект под новые требования, которые в любом случае в конечном итоге изменятся? И я вам предлагаю, собственно, сейчас попробовать это сделать.
как раз на примере трюков. То есть, предположим, нам геймдизайнер принес документ, в котором он говорит, что нам нужно реализовать 3 трюка. Backflip, Big Air, высокий полет, и Hang Time – это время полета над треком. И мы вместо того, чтобы делать какой-то менеджер трюков, в котором мы эти 3 трюка описываем, мы эти трюки описываем в отдельных классах по 5 строчек, поскольку сами трюки, как вы можете себе представить, они по функционалу достаточно тривиальны. Например, трюк «Высокий полет» может содержать в себе буквально 4 активных строчки. На этот код мы потом еще более подробно посмотрим. Сейчас я просто хочу обратить ваше внимание, что здесь буквально 4 активных строчки, все остальное занимает boilerplate типа скобочек и названий классов и так далее. После того, как мы реализовали все эти 3 системы, мы каким-то образом их должны использовать. Добавляем их в общий список. Поскольку они никак друг с другом не связаны, мы можем таким же точно образом, если у нас получится сделать такую архитектуру, можем добавлять новые трюки по мере их поступления. И добавление новых трюков после того, как мы их реализуем, в общий список выглядит как просто добавление новых объектов в нашу игру. Добро пожаловать в Entity Component System. Ура! Но чтобы такой хитрый трюк сработал, нам нужно перевернуть все с ног на голову. Мы должны поставить данные на первое место. И теперь не взаимосвязанные объекты, которые общаются между собой, управляют логикой, а данные и состояние управляют логикой. То есть данные должны стоять на первом месте. И данные у нас хранятся, собственно, по первым буквам этой архитектурной парадигмы в сущностях и компонентах. Компонент – это атомарная единица данных без логики. В данном случае очень важно отметить факт, что никакой логики не должно быть. Например, есть компонент трюка, который мы, как раз система, которая с ним работает, только что посмотрели. Есть одно единственное public поле stand-type, и stand-type может быть любым enum или любым ключом, который уникально идентифицирует этот трюк по типу. Сущность – это, соответственно, просто набор компонентов. И то, какие сущности находятся в данный момент на компоненте, идентифицирует ее как сущность того или иного типа. И есть более сложный пример с машиной, когда у нас на сущности висят различные компоненты, главным из которых в данном случае является runtime card data. Это как раз те данные, которые настраивает ваш геймдизайнер. И если мы будем из всей нашей кучи сущностей пытаться найти машину, мы будем, скорее всего, искать ее именно по этому компоненту. Также мы можем добавить дополнительные компоненты, которые могут содержать либо текущую степень нажатия педали, либо текущее пройденное расстояние. Но поскольку игра без логики существовать не может, мне кажется, было бы здорово, если бы можно было писать игры только из данных. Но поскольку логику все равно придется где-то писать, ей просто некуда деваться, и она идет в систему. Но логика больше не является главным героем. Ей выдается достаточно такая своеобразная второстепенная роль. Поскольку мы в любой момент времени можем эти системы отключить, поскольку данные у нас определяют игровой процесс, а не логика, нам совершенно не важно, как мы эти данные меняем. Мы можем их поменять вручную, можем написать другую систему, которая работает с ними совершенно по-другому. То есть логика у нас, она тут просто потому, что без нее нельзя. Системы работают примерно следующим образом. Есть какой-то набор интересующих компонентов. То есть мы знаем, что у нас несколько систем работают с каким-то набором компонент, которыми они интересуются. И этот набор можно воспринимать как общий почтовый ящик, в котором лежат какие-то данные. Мы просто берем, кладем туда либо начальные данные, либо прогоняем системы, которые эти данные инициализируют. И каждая система смотрит, интересуют ли ее эти данные или нет. И в случае, если ее интересуют эти данные, она может поменять их, удалить или добавить новые. После чего другие системы смотрят, появилась ли информация, которая интересует их. И таким образом происходит постоянная работа приложения. И поскольку системы общаются, в кавычках, между собой только через общие данные, они полностью независимы друг от друга. Это позволяет нам просто взять и вырубить какой-то участок функционала, либо целую фичу.
Например, мы для процесса отладки можем вырубить систему, которая сжигает топливо. У нас в игре со временем сгорает топливо, когда топливо заканчивается, машинка начинает тормозить. Мы просто можем отключить систему, которая жжет топливо. Другие системы совершенно про это ничего не знают, они просто видят, что не меняется топливо и продолжают работать так, как раньше. И вот этот вот общий почтовый ящик, вот этот вот набор компонентов, которые интересуют какие сущности, становится своеобразным эфиром между системами. И все доходит до того, что мы можем в любой момент времени просто вырубить вообще все наши системы и визуально или аналитически оценить то, что у нас сейчас происходит в программе. Таким образом, мы можем реализовывать функционал сохранений или загрузок совершенно тривиально. То есть мы просто вырубаем все системы, меняем данные на те, которые у нас были сохранены, и включаем систему обратно. Система видит, что у нас появились новые данные, их это совершенно не напрягает, и они просто работают с ними так, как будто эти данные были сделаны ими сами. Таким образом, можно сказать, что состояние становится вообще всем. И мне очень нравится цитата Максима Закса, это один из разработчиков библиотеки Entitas. Модель данных – это состояние, события – это состояние, сервисы и зависимости – это тоже состояние. То есть чем у нас еще раз становится состояние? Всем. Ну и пара сквозных примеров, потому что именно в примерах чаще всего возникает вопрос. Потому что вроде как, в теории, вроде прикольно, вроде понятно, а как это работает. На самом деле там очень простой пайплайн. Вот наш компонент трюк, который мы уже видели. У него есть поле, тип трюка. Есть система, которая в данном случае, вот мы как раз более подробно остановимся. Мы можем сказать, что ее интересует по крайней мере 4 разных компонента. Это высота трека, высота машинки игрока и настройка текущего трюка, который настраивается геймдизайнером, насколько высоко наша машинка должна находиться от трека, чтобы трюк сработал. В случае, если наша машинка оказывается выше этого значения, то мы создаем новую сущность и вешаем на нее компонент трюк с типом трюка высокий полет. Вроде ничего. Добавляем систему в общий список, чтобы она работала. Еще пример. Аудиоэффект. У нас есть компонент, в котором есть поле Clip Data. Clip Data отдельным полем сделано, чтобы было проще геймдизайнеру, опять же, настраивать. И настройка включает в себе аудиоклип, громкость, с которой нужно проигрывать звук, и время проигрывания этого звука. Есть система, которая проверяет наличие новых сущностей с компонентом аудиоэффект. И для каждой такой сущности она что делает? Она берет, создает новый источник звука и проигрывает этот клип с заданной громкостью, после чего, используя встроенный функционал, удаляет источник звука через какое-то время. Чтобы все работало, не забываем добавлять в общий список. Следующим этапом улучшения данной системы будет являться создание системы пулинга источников звука. То есть вместо того, чтобы сохранять, создавать источники звука вновь каждый раз, мы создадим их заранее, сделаем компонент источник звука и просто будем искать ближайший свободный источник звука, который мы будем использовать для своих целей. Есть пример компонентов, которые не содержат данные сами по себе, но являются примером того, какую роль вообще играют компоненты. Компонент может просто висеть на сущности и говорить, что если я нахожусь на сущности, то эта сущность отвечает за такой-то функционал или поведение. В данном случае такой флаговый компонент – это факт нажатия педали у машинки. То есть просто если на машинке висит компонент throttling, значит машинка не тормозит, а газует и едет вперед. Также у нас есть компонент с бустером, у которого содержится обычное значение оставшегося объема буста. То есть это баг своеобразный типа топлива, но для большего ускорения. И есть система, которая как раз определяет, зажата ли у нас у машины педаль газа или нет. И как видно, эта система интересуется, есть ли на машинке буст и есть ли у машинки топливо больше нуля. Тогда мы считаем, что машинка газует, а не тормозит. И опять же добавляем систему в общий список. Очень много вопросов, особенно у начинающих разработчиков, вызывает взаимодействие с UI. То есть как мне привязать UI под эту архитектуру. Потому что в основном примеры приводят именно по геймплейной логике. На самом деле я
спешу вас заверить, никакой разницы совершенно в этом нет. То есть пайплайн везде один и тот же. У нас есть какой-то экшен, либо enum, либо любой другой способ идентифицировать уникально действие, которое произошло с UI. Есть система, которая обрабатывает только интересные ей события, которые пришли от интерфейса. И опять же, чтобы это все дело работало, нам нужно эту систему куда-то добавить. Соответственно, пайплайн для добавления любой фичи, любого функционала в 99% случаев сводится к такому алгоритму. То есть сначала мы думаем, какие данные нам нужны для этого функционала. Затем мы думаем, какие системы нам нужны для того, чтобы это все работало. Потом мы добавляем систему в общий список и проверяем, что все работает. Этот пайплайн покрывает практически все геймплейные случаи, которые вам придется писать. Одним огромным преимуществом подобного подхода является факт, что написание тестов для игр становится совершенно тривиальной задачей. Кто пишет тесты для игр? А кто хотел бы писать тесты для игр? Отлично. В общем, если вам когда-нибудь в руки попадется книжка по Test-Driven Development или вообще написанию тестов для игр в контексте ECS, там, скорее всего, будет всего 3 строчки. Поскольку логика у нас и так уже настолько модульная, что убирать зависимости просто уже больше некуда, алгоритмом написания теста будет являться вот такой вот небольшой списочек. В первую очередь мы готовим состояние, то есть наш почтовый ящик, наполняем теми данными, с которыми будет работать наша система. Потом мы прогоняем систему и просто сверяем результат. Таким образом, мы можем проверить и отдельные системы, что они сами по себе работают правильно, то есть написание юнит-тестов, и написать сложнейшие интеграционные тесты, вплоть до того, что мы можем сделать так, чтобы у нас этот тест вообще проходил игру от начала до конца и говорил нам, можно ли пройти игру или нет. В случае, если мы, допустим, поменяли баланс, это очень удобно. Ну, вроде как ничего так выглядит. И, может быть, посмотрим на пару проектов. Или, по крайней мере, на жанры, которые лучше всего используют с ECS. Во-первых, это Match 3. Это вообще прям вот, если вы работаете с Match 3, то берите и не пожалеете. Поскольку Match 3 достаточно богаты на разного плана уникальный функционал, особенно когда от игры к игре меняются правила и прочие вещи. Поскольку у нас данные о нашем поле всегда перед глазами, мы можем просто взять, отключить один набор систем, которые отвечают за один функционал, и прямо в рантайме поменять на другой функционал. При этом все продолжит работать совершенно идеально. Также, если, кстати говоря, Match 3 у вас детерминированный, то я видел пример игры Match 3, которые, поскольку игры без багов сейчас не пишет никто, они просто запоминали каждую сессию, куда игрок тапал, запоминали сид текущего поля, и в случае, если происходил какой-то баг, они отправляли себе на сервер записанные вот эти тачи, и разработчик мог просто взять себе, локально скачать, запустить и посмотреть, в какой момент что-то перестало работать. Также это очень полезно для проверки правильной настройки уровня. То есть, если уровень слишком легко пройти, то, скорее всего, есть какой-то паттерн его прохождения. То есть, достаточно такая крутая вещь. Причем делать очень просто. Второй пример – это реалтаймовые стратегии. Причем не только типа Clash of Clans, но вообще любые стратегии, где надо управлять юнитами, отрядами. Поскольку вы изначально по умолчанию абстрагированы от управления конкретным юнитом, то есть мы не каждый конкретный юнит отдельно описываем изначально, а чуть-чуть выше находимся, то есть мы в системе обрабатываем их набор. Мы можем управлять, грубо говоря, рассылать различные юниты к различным зданиям и так далее и тому подобное. Причем, что интересно, если опять же игра детерминирована, то есть способы, как это все дело после прохождения очередного уровня валидировать на сервере, чтобы не было читинга. Еще один замечательный пример использования ECS – это коллекционные карточные игры. После выхода очередной колоды иногда диву даешься, как они вообще могли додуматься до такой уникальной механики, которая даже и не пахла в предыдущих версиях. И как-то, в общем, они это делают. Про конкретно эту игру я не знаю, но ECS это вообще вот прям идеально ложится на подобного рода игры.
Wargaming вообще целый движок написали на принципах ECS. На Хабре есть статья про то, как они 2 или 3 года... так вот они сидят. 2 или 3 раза переписывали движок, как раз вот про того кота очень в тему, пока не пришли к ECS и не поняли, что все, можно больше не переписывать. И движок находится в открытом доступе, его можно скачать. К сожалению, разобраться без документации у меня не получилось, но пытливый ум и мотивация вас спасет. Очень часто спрашивают, ну, как бы с Match 3 вроде понятно, с этим РТС, ну, вроде как, да, тоже. А как насчет шутера? Можно на вашем ECS шутер сделать? Отлично. Я даже не успел задать вопрос. Overwatch. Вся геймплейная логика написана в Overwatch с использованием подходов ECS. Причем они тоже использовали свой движок. В закрытой сессии GDC Vault, к сожалению, она закрытая. У них есть доклад, где они описывают вот эти подходы. И там они описывают ECS как передовую технологию, используемую для создания широкого разнообразия геймплея. ECS используется для существенного сокращения трудозатрат, даже с учетом постоянного добавления новых безумных механик. Ну, подождите, это еще не все. У меня еще куча времени на доклад, вы же не думали, что я вас спущу так рано? В любой игре наверняка можно выделить какие-то горячие данные, которые мы в большом объеме обрабатываем каждый кадр. И стандартный объектно-ориентированный подход или компонентно-ориентированный подход, где у нас в компонентах содержатся и данные, и логика. Лейаут памяти, то есть то, как у нас располагаются объекты в памяти, он достаточно хаотичный. А процессоры очень не любят хаос, и они очень долго общаются с основной памятью. Для сравнения, обращение к основной памяти может происходить до 10 раз медленнее, чем вычисление квадратного корня. А квадратный корень – это как раз та самая операция, которую всех разработчиков игр учат избегать чуть не с самого детского сада. Но все из нас наверняка слышали про то, что квадратный корень – это дорого. Да, как раз про магические константы. ECS нам позволяет расположить компоненты в памяти линейно. То есть можно сделать, написать ECS так, чтобы мы помимо архитектурных преимуществ использовали еще и дополнительные скрытые возможности процессора. Причем очень интересный был вопрос на утреннем докладе Валентина. Там спрашивали про то, как отрицательно воздействует увеличение производительности на нагрев, на энергопотребление. И вообще говоря, это воздействует очень положительно, потому что вместо того, чтобы гонять данные по шине, процессор просто выполняет какую-то работу, и остаток кадра, если он всю работу сделал, он остаток кадра просто спит. Это очень положительно влияет на и энергопотребление, и нагрев, при этом увеличивая производительность. И это именно то, чем занимается сейчас Unity со своей Entity Component System и C# Job System. Причем помимо линейного расположения объектов в памяти, они еще и занимаются распараллеливанием и созданием фреймворка для безопасного многопоточного программирования. Это как раз то, о чем сегодня с утра рассказывал Валентин. Что же касается чисто архитектурного подхода, если вы работаете с Unity или C#, или пишете нативное приложение на Objective-C или на Swift, я очень советую посмотреть на фреймворк Entitas. Как раз с помощью этого фреймворка была написана наша Road Trip Overdrive. И там есть очень активный чатик из очень заинтересованных людей, которые всегда готовы помочь. Я тоже в этом чатике сижу и надеюсь, что тоже отношусь к числу этих людей. И я попросил для этого доклада оставить пару отзывов про Entitas и вообще про ECS в целом. И вот что у меня получилось. Мне очень нравится Entitas. Нет никакого смысла отказываться, если в проекте используется C#. На данный момент мы работаем над проектом уже больше полугода. И я должен сказать, что никогда мне не удавалось менять функционал с такой легкостью. Это как раз опять же отсылка к тому самому нашему веселому коту, который любит переписывать архитектуру. Еще был очень интересный случай, когда команда Entitas экспериментировала с многопоточностью, и там появился товарищ, который написал так. Наша команда экспериментирует с Entitas, и ее использование усложняет наши попытки сделать код многопоточным. Нам либо придется менять исходники, либо полностью отказаться от фреймворка. Исходники менять очень просто, библиотека бесплатная и open source. И, собственно, после этих экспериментов там, в общем, что-то все поутихло, но этот товарищ появился буквально неделю назад, мне очень повезло.
Я решил у него спросить, как в итоге он отказался от Antisys или нет. И вот что они мне ответили. Мы до сих пор используем Antisys, и мы рады, что мы остановились на этом выборе. Причем он им настолько понравился, причем сам подход, что они забили вообще на свои попытки сделать код многопоточным и прочие вещи. Они просто сейчас пилят в свое удовольствие эту игру, и производительности более чем хватает для их случая. Но, конечно, с ECS связаны и отрицательные моменты. Мы планировали вести проекты вместе с разработчиками, предложенными нашим клиентам. Они наотрез отказались разбираться в новой технологии, и мы так и не смогли договориться о дальнейшей работе. И я лично часто вижу скептицизм в адрес ECS. Возможно, это из-за того, что подход выглядит новым и сырым, но не стоит забывать, что первый раз вообще упоминание про ECS было в далеком 1998 году в игре Thief the Dark Project. К сожалению, слайды из какого-то митапа, то ли они делали его внутренним, то ли какой-то он был очень локальным, слайды к этой презентации стали доступны буквально там, может быть, год назад или два. И никто до этого не знал, что они вот первыми попали в точку. И, по моему мнению, основная проблема – это нужно переключить мозг на другой способ работы. Я об этом потом, скорее всего, чуть попозже более подробно расскажу. Но факт в том, что будущее уже тут. Вы все равно от него никуда не денетесь. Стоит ли так сильно сопротивляться? И, как ни странно, среди тех, кто попробовал ECS, никто не жалуется на фреймворк. Скорее всего, возникают какие-то точки трения при попытке использовать какой-то готовый инструмент. Есть люди, которые пишут его сами. Но сама парадигма настолько мне понравилась лично, она буквально изменила мой процесс подхода к разработке, что я могу, в принципе, с уверенностью сказать, что эта парадигма, скорее всего, будет являться парадигмой де-факто в течение 5-10 лет, не 5-10, а 5-10. И мне будет очень интересно посмотреть этот доклад через 5 лет и узнать, насколько я был близок к этой оценке. И я могу только сказать, что зачем ждать 5 лет, если можно начать пользоваться уже сейчас. Я с служебным положением и перехвачу микрофон, так что ждите. Да, извиняюсь. Хорошо. Тут такое ощущение, что я видел только что Святой Грааль и Серебряную пулю, поэтому и при всем при этом я ни черта не понял. Есть ли живые примеры, я не знаю, еще какие-нибудь статьи Хаббарга, Масутра, Геймволд, куда смотреть, куда копать, желательно с живым проектом? Есть ли что-нибудь, где можно посмотреть на живом проекте архитектуру? Вообще есть очень много примеров на Entitas, но они вообще примеры, которые делают разработчики фреймворка, они обычно заканчиваются каким-то базовым функционалом. Когда мне очень нужны были примеры разработки игр на ECS, я просто скачал игры из стора, декомпилил их и смотрел, как они сделаны. Вот это как бы самый такой рабочий способ. Но вообще по ECS есть большой очень цикл статей, вот как раз про Wargaming я потом расскажу. Есть большой цикл статей, там чувак написал, что что-то про будущее ММО игр, что-то такое. Там он очень подробно рассказывает, как бы он, причем он какой-то… Как? Да, именно. tmachine.com. Спасибо. Есть еще Artemis. Да. Фреймворк на Java, есть порт на C-Sharp, и там еще есть встроенная многопоточность еще. Но, к сожалению, полноценных проектов, как и… вообще сделать любой движок, то, скорее всего, там не будет примеров, которые будут отражать полный цикл разработки от начала до конца, то есть от идеи от прототипа до релиза. К сожалению, мы до сих пор вынуждены пользоваться такими кустарными способами. Но почитать, в последнее время особенно я был удивлен, что уже год назад про это же самое здесь рассказывали, и Unity стали это делать, и Blizzard рассказывает на GDC. В общем, я думаю, что в ближайшее время такой небольшой взрыв произойдет от этого всего дела, и люди начнут смотреть более подробно, и кто-то наверняка сделает пример сквозного приложения или что-то такого. Про Unity я еще вспоминаю на одном из юнайтов в прошлом или позапрошлом году, у них на ютубе есть это видео, ребята рассказывали про матч 3. 2016 и 2015. Саймон Шмидт, да, очень крутой чувак. Класс. Simon, hi, if you're watching this.
Я тогда не обратил на это внимание, ну, как-то не было такой вот презентации мотивирующей. Ну, да, классно, что-то непонятное вы там делаете, вы так извращаете В монобеки, 2015, что... поскольку у меня вообще куча времени, я расскажу, как я вообще познакомился с Ansys и с ECS. Кто-нибудь делал тестовые задания для Intersol? Сверчки. В общем, если вы нанимаете на работу и вам нужно дать программисту тестовое задание, я вам очень советую посмотреть на тестовое задание от Intersol. У них прям готовый пак арта, с которым просто мне хотелось сделать игру. И я воспринял это как способ изучить Ansys, потому что я очень давно хотел. Поскольку первый доклад на United был в 2015 году, это именно тогда, когда я познакомился с Ansys и вообще с ECS. И когда я делал этот проект, я параллельно разбирался и с библиотекой, и с парадигмой. И в конце разработки меня поразило, насколько мало было в конце разработки багов. То есть обычно там что-то похоже на roguelike пример у Unity, там где ходишь по клеточкам, и там дерешься не с вампирами, а там трусы прыгают и дерутся с носками. То есть найдите, в общем, этот тестовый проект у Intersol. Вот. И это меня настолько сильно замотивировало, что я решил продолжать с этим работать дальше. И благодаря тому, что я вот с июля не работаю на другую компанию, получилось воспользоваться возможностью и реализовать весь проект целиком от начала до конца на ECS. И я с уверенностью могу сказать, что после полугода разработки мне не хочется переписывать архитектуру. Очень круто, спасибо. И вот второй мой вопрос. А не было ли опыта переписывания как раз такие проекты, который находился в продакшене там N лет или год, или неважно сколько, но он уже был как-то написан, и вот, а давайте поменяем все на Entity. Так, сейчас я пытаюсь вспомнить. По-моему, у меня был такой случай, и даже был отзыв, но он был очень длинным, и я решил его не включать на слайды. В общем, чувак делал проект на заказ, и, ну, такая контрактная работа, грубо говоря. И пока он его делал, он познакомился с Ansys, и поскольку проект нужно сдавать, и клиент ждет, он делал какие-то проекты параллельно на Ansys. Причем писал какие-то системы, компоненты или еще что-то, которые, ну, как-то, может быть, были похожи на тот проект, который он выдавал в продакшн. И закончилось все в итоге тем, что он переписал вот этот вот контрактный проект на ECS, и при этом смог использовать чуть ли там не 70% кода, который он писал для своих проектов. То есть в его случае еще и код-шаринг очень сильно пригодился. И, по-моему, я не помню точный срок, он сказал, по-моему, либо 2 недели, либо месяц. То есть, ну, переписывать достаточно долго, но, вот как я понял из его слов, это очень того стоило. Но опять же, вот видите, если, судя по тому отзыву, что не хотим учить новые технологии, я вообще лично тоже с этим сталкивался, когда тоже проходил какое-то собеседование. Обычно, как говорят, если хочешь быть в курсе событий, проходи собеседование, даже если ты не ищешь работу. И, в общем, была такая ситуация, когда меня обвинили в том, что вместо того, чтобы читать паттерны и разбираться в них еще лучше, я сижу и какой-то фигней занимаюсь, и, в общем, мы не сработались с этим товарищем. Окей, переходим к вопросам из зала. У меня технический вопрос. Можно такие, да? Да. Это, как я понимаю, примеры были почти реальные кода, которые Еще раз приводились. вопрос. Примеры кода, как я понимаю, почти реальные были, да? То есть, ну, это не псевдокод был. Это вот я взял код прямо из нашего проекта, убрал Соответственно- атрибуты и все. Соответственно, вопрос такой. Когда вызывается execute и что такое контекст? Когда вызывается... Execute у системы и что Ага. такое контекст? Смотрите, execute вообще, если так будет понятнее, это update loop ваш. При этом вы можете сделать и вызов в update loop, и при этом, если вам нужно прогнать тесты, вы можете вручную вызвать execute на них. То есть можно именно таким образом работать валидация на сервере. То есть на клиенте у нас execute вызывается каждый кадр, а на сервере мы просто берем и весь наш игровой процесс экзекьютим прямо по порядку. У нас процессор потеет, но нашу получасовую сессию прогоняет за полсекунды. И Что такое контекст? что такое контекст? Контекст — это просто набор всех наших сущностей, на которых висят компоненты. Вы можете привести пример Массив entity? массив entity. Тогда понятно. Спасибо.
У меня такой вопрос. Сколько нужно работать с Entities, чтобы кодогенерация перестала быть болью, особенно вот при рефакторинге? Очень хороший вопрос. Неделю назад Саймон наконец он вышел, по-моему, он чуть не полгода был в отпуске после того, как уволился из Вуга. Он наконец-то допилил генератор на Рослине, и он работает, и все круто, но, к сожалению, он не является частью open-source части движка, поскольку он решил Entities заняться full-time, он продает Roslyn как часть пакета в Asset Store. Вот, я его приобрел и очень сейчас радуюсь жизни. То есть сейчас можно генерировать код даже с компиляцией. Сколько болеутоляющая стоит? $45. Спасибо. Здравствуйте. Был вопрос про переписывание проекта, а скорее тоже в эту степь немножко. Если уже есть проект, который давно пишется не на Entities, насколько реально какие-то части его сделать, ну, начать писать с этим подходом и подружить с тем, что было ранее написано как попало? На самом деле я тоже задавался этим Сложный вопросом. вопрос. Нет, я понял ваш вопрос, я просто пытаюсь вспомнить, что я сам по этому поводу думал, потому что я тоже задавался таким вопросом, поскольку тот проект, на котором я работал в Correx Technologies, я тоже какое-то время хотел переписать на Entities. По-моему, это не является частью NDA, поэтому это можно говорить. Вот, но, в общем, как-то там не срослось, и я думал, как можно по кускам перевести. И можно, во-первых, взять и выделить какие-то вещи, которые не являются core-частью вашего геймплея. То есть, грубо говоря, не то, что связано с игровой логикой, а какая-то мета околоигровая. И вообще, наверное, успешно у вас это получится сделать только если вы с этим подходом, с ECS, какое-то время поработаете отдельно, потому что получается у вас двойная задача и с подходом разбираться, и еще и пытаться этот подход впихнуть в уже существующий проект. То есть это сделать можно, но я бы не стал начинать именно с этого. Микрофон. Спасибо, подкинул, что почитать в ближайшие, наверное, полгода. Ой. Вопрос такой, мы тут говорили про серебряные пули. Об какую броню разобьется эта серебряная пуля? Где этот подход не работает? Сейчас я подумаю, скажу. Вообще говорят, что нужно подбирать инструмент по задаче. И если вы ощущаете, что этот инструмент вам не подходит, ну, допустим, я не считаю, что это идеальный способ создания, например, шутера без обилок, потому что в Overwatch ключевой момент имеет именно комбинация вот этих вот различных обилок, взаимодействия между персонажами. То есть еще один такой каверзный момент есть, когда пишешь что-то на ООП и возвращаешься в ECS. У меня было 2 или 3 таких момента, когда я думаю, блин, что за фигня этот ECS? И потом через какое-то время я ловлю себя на мысли, что я пытаюсь на ECS писать так, как я раньше писал на ООП. То есть тут важно отличать момент, когда вам не подходит инструмент, и когда вы пытаетесь инструмент использовать неправильно. То есть вообще любую задачу можно решить с помощью data-oriented подхода с этим ECS. Но в некоторых случаях это не так оправдано, наверное. Если у вас изначально не предполагается хорошая расширяемость или, ну, в общем, по месту надо конкретно смотреть. Окей. Повыше поднимите руку, чтобы вас заметили. Спасибо большое, было очень интересно. Вопрос такой. Упоминалось, что системы не взаимодействуют напрямую, а только через компоненты. Напрямую это выглядело бы так. Одна система, ну, грубо говоря, вызывает публичный метод другой системы. А если они общаются через компоненты, то, получается, одна система меняет какой-то компонент, потом другая система об этом узнает, получает этот компонент, ну и запускает свою логику. Во-первых, такое чувство, что начинает иметь значение порядок, в котором вызываются экзекьюты у систем. И ну, все сложности, я думаю, вытекают. И во-вторых, на первый взгляд, такое чувство, что вот такой подход вместо прямого взаимодействия, во-первых, усложняет отладку, дебаг, а во-вторых, при массовости вроде бы должно повышать нагрузку. Нагрузку на
На что? Ну, на процессор, да. На самом деле Unity это Да. очень хороший пример, когда такой подход Спасибо. наоборот приводит к увеличению производительности. А что касается важности порядка, да, это одна из ключевых особенностей CS. То есть у вас строгий порядок вызова систем, и, допустим, вам нужно событие нажатия кнопки обработать, вытащить, грубо говоря, в этот наш, как вы сказали, массив энтитей, вытащить массив энтитей, и другие системы, которые будут вызваны после, они смогут его обработать. И последняя система, скорее всего, возьмет и удалит, потому что нам этот ивент от UI, он нам в конце кадра, скорее всего, уже будет не нужен, точнее, в следующем кадре. И что касается сложности отладки, тут такой двоякий меч. Поскольку у нас код достаточно сильно разрознен, то есть мы привыкли, что у нас объект делает много разных вещей, или, по крайней мере, имеет много разных методов. То есть обычно говорят, что объект должен делать одну вещь. На самом деле нифига это так никогда не работает, поскольку всегда добавить можно что-то новенькое. И у нас получаются такие локальные, в общем, локальные единицы логики, которые можно чуть-чуть отловить логически. Но с большим количеством систем очень важно иметь инструмент или возможность отладки того, как у нас меняются сущности. И в случае с Entity там есть очень хорошая вещь, называется Visual Debugging. Там есть просто список всех сущностей, и мы можем и отключать неинтересующие нас системы, причем системы можно группировать по какому-то общему функционалу. То есть мы можем отключить несколько систем, которые описывают один функционал, и мы знаем, что вот эти 5 систем, они описывают, допустим, логику передвижения машинки вперед. А вот эти 12 систем, они описывают обработку интерфейсных событий. И, по сути, это, грубо говоря, вопрос инструментария скорее, нежели сложности отладки. Я ответил на ваш вопрос? Здравствуйте. Большое спасибо за доклад, было очень полезно. У меня такой вопрос. Есть ли смысл сейчас использовать плагины по Entity или лучше подождать 18-ю Unity и использовать уже там? Я очень ждал этот вопрос. И это на самом деле самая животрепещущая тема, которая сейчас обсуждается в чате. Как нам жить с Entity, если Unity делает свою ECS? Во-первых, один плюс. Вы заранее подготовите свой мозг к новой парадигме. Это раз. Второй плюс – это немного разные подходы. То есть Entitas в первую очередь ставит именно архитектурный подход. Там есть такие так называемые реактивные системы. В Unity же подход чисто для увеличения производительности. То есть Unity берет как раз часть доклада по большей части про доступ к данным, а Entitas именно по архитектуре. И я лично более чем уверен, что эти две вещи смогут уживаться более чем полноценно. То есть преимущество одной и преимущество другой. То есть ваше мнение, то, что можно переводить проект или начинать их уже на каком-то плагине. И потом, если перейти там на 18-ю Unity, то все будет нормально. Если вы хотите изначально использовать юниковские ECS для увеличения производительности, то вам, скорее всего, лучше, там у них сейчас закрытый бета, есть регистрация, лучше все сделать так. Если вам вот именно это интересно. Если же вас интересует чисто архитектурный подход, то вы можете пользоваться плагином. То есть я вообще лично против того, чтобы проекты, которые сейчас 2 года в продакшене, переделывать на ECS просто потому, что это по умолчанию круче, потому что вы времени, скорее всего, на это до марта как раз потратите, когда юниковский этот ECS выйдет. То есть, как бы с этим же разбираться еще надо. Поэтому я бы на вашем месте не бросался сейчас прям переписывать все, что вы делаете, но посмотреть и подумать, возможно, это можно будет использовать для новых проектов или для проектов, которые начались буквально недавно. Спасибо. Привет. Хотел тебя уточнить. Чем ECS все-таки лучше, чем CS? Вот этот очень интересный товарищ работает в Octobox, и он делал доклад на казанском Unreal Meetup про компонентную систему. И мы с ним потом очень долго обсуждали отличия компонентной системы от Entity Component System. И отличие главное заключается в том, что при компонентно-ориентированном подходе, то есть то, что мы видим в Unity по умолчанию,
У нас компоненты имеют и данные, и логику. И компоненты взаимодействуют между собой, выполняя друг у друга какие-то методы. То есть мы, если я правильно помню пример, там была пуля, которая при попадании на другого робота, она, в общем, вызывала там то ли блид, то ли отравление, то ли что-то такое. Но она много всего делала, Да. все подряд. И суть заключалась в том, что мы у этого компонента пуля с отравлением, мы пишем логику. Если мы попали на робота, то мы берем у этого робота компонент жизнь и вызываем у него там set damage. Там, допустим, если у нас ядовитая пуля, то она этот set damage со временем уменьшает, вызывает, а если она обычная... Не пуля, там система эффектов, которая Да. всячески меняет. Да. Ну ладно, я, короче, спойлеры сделаю. В общем, когда просто компонент систем, все очень удобно, классно, тоже очень развязано, все очень весело. А когда становится очень много эффектов, когда вот эта система разрастается, то встает вопрос, кто за кем выполняется. Вот. И тогда прицельно делается система общая только для вот этой систем общих вот вашей терминологии, делается только там. То есть Ну, тогда, в принципе, С это этой точки работает. зрения, да, это тоже является таким. Но код этой компоненты все еще хранится там. Ну, то есть, как бы комбинированные вещи тоже вполне работают, особенно если это какой-нибудь Overwatch. Мгм. Ну, так чем лучше? Но Overwatch они решили как бы не делать общую смесь, а делать одну. Мы не знаем. Мы не знаем, насколько у них везде этот паттерн работает. Ну, понятно, что когда дело касается эффектов, Тут люди говорят, что знают, и все именно так, как я рассказал. Дайте, пожалуйста, микрофон человеку, Да. потому что он очень Ну, давно хочет задать тут вопрос. речь идет о том, что... Ладно. На самом деле на GDC World есть лекции от Как компании Blizzard. Да, вот Blizzard, да. И, соответственно, они рассказывают очень детально, как они работают. У них в их собственном движке ECS подход. Там есть ряд, я бы сказал, если говорить про общий ECS подход, который ну, вот сейчас в интернете описан во многих фреймворках, вот в Entitas, в Artemis. Там у них есть ряд нововведений, таких как, например, сингл-компоненты, что тоже ну, достаточно интересное решение, которое позволяет обойти кое-какие ограничения ECS подхода, которые встречаются. В Entitas тоже есть Unix компонент, они там Unit, называются. Да. ну вот походу они, наверное, Да. оттуда это и взяли. Вот. Соответственно, ну да, у них четко все описано и рассказано, как это делать на ECS подходе, они его используют. Вот. И я хотел еще сразу сказать спасибо, очень полезная лекция. Я, получается, 3 года назад на DevGAM читал тоже лекцию про компоненты, и уже 3 года назад, собственно, мы этим начинали заниматься. И хотелось бы сказать такую вещь, вот многие спрашивают такой вопрос, как сложно большой проект взять и переписать на ECS. И вот у нас в этом есть просто колоссальный опыт. Мы фактически на ходу перепиливали весь движок, потом весь UI, и у нас все на ECS практически сейчас. Ну, еще есть старое Legacy кое-какое, но вы можете реально, вот репозитарий ты скинул, вы можете посмотреть, как мы переводили UI на ECS, прям историю в GitHub. Отлично. И, собственно, 3D у нас изначально было полностью в объектной парадигме, и мы полностью переехали на ECS. Я не уверен, что эта часть истории полностью сохранилась, но можете посмотреть лекцию. Вот. Ну и большое спасибо, очень классная лекция. Спасибо за отличное дополнение. Так, у нас еще один вопросик. Спасибо, очень интересно было послушать. А у меня такой немножечко вопрос о синергии подходов. Вот есть ECS, да, это окей, круто, замечательно. Есть state машины, behavior tree, что-то для искусственного интеллекта там и что-то такого. Как, например, мне не совсем понятно, как можно ECS подружить со state машиной. Вообще это дружится? Вы это делали на практике или нет? Я видел очень много примеров того, как это делают другие люди. Там, опять же, очень часто задают вопрос, как... Так, сейчас... То есть, что будет являться состоянием? Что Там будет вообще являться- очень много подходов. У нас, допустим, в игре я сделал для стейтов игры, грубо говоря, отдельные системы, которые знают, какие системы относятся к какому состоянию. И вызывают экзекьют именно на них.
Есть люди, которые сказали, что такой подход все-таки немного не ECS, и как бы я с этим отчасти согласен. Они говорят, что любое состояние можно представить как набор уникальных сущностей, которые отвечают за какой-то функционал. И у вас все стейты работают одновременно, но в смысле, система работает одновременно, но они просто не вызываются, поскольку у вас нет подходящего состояния для них. Такой тоже подход есть. Там, по-моему, чувак делал какой-то очень сложный, то ли симулятор пчел, там у него какое-то что-то такое, в общем. В общем, много разных подходов, и как бы мне очень понравилась первая часть вашего вопроса про то, как это подружить с внешним миром. Да, тут еще я можно дополню, потому что, например, есть какие-то инструменты, которые мы используем. Да, как с ними особенно работать? Из-за ситстора. Они нам Отлично, нравятся, они отлично. классные, и как нам их, они вообще не про ECS. И Смотрите, как нам их дружить с ECS. Это отличный вопрос. Я просто не сделал на этом нужного, наверное, акцента, но мне очень нравится вот эта часть цитаты. Сервисы и зависимости – это тоже состояние. Если нам вдруг стало необходимо использовать какой-то внешний фреймворк для FSM, допустим, Playmaker. Ну или Node Canvas, ну неважно, Да, какой. да. И вся игра у нас на ECS, а этот Node Canvas сам по себе. Или, допустим, очень хороший пример – это встроенная в Unity физика или вообще. И что нам приходится делать? Нам как бы в любом случае придется где-то вызывать методы у этих объектов. И мы просто берем, и вот, наверняка вы знакомы с Dependency Injection. Конечно. И когда-то я работал в компании, которая занималась разработкой на ASP.NET. И там процесс внедрения зависимостей... Так, это можно рассказывать или нет? Ну, в общем, обычно в больших проектах внедрение зависимостей выглядит как 200 строчек контейнер register. Это, по сути, добавление систем в общий список. И для внешних систем, на которые вы можете сами ссылаться вызывать, вы просто делаете отдельный компонент, допустим, компонент какой-нибудь там FSM-менеджер. И в наборе систем вы просто обращаетесь к этому компоненту, говорите ему, дайте мне менеджера, и работаете с ним, вызывая методы. То есть вы, грубо говоря, даже не прослойку делаете, а просто общаетесь с внешним миром, грубо говоря, через компоненты. А как быть со слоем данных, с дата-лейером? Ну вот Смотрите, грубо говоря, вы пользуетесь этой библиотекой просто как набором систем, которыми вы не можете управлять. То есть эти системы работают как-то по-своему, и вы просто в различных системах просто переводите вот это состояние, которое она там сама себе считает, в ваше состояние, которое вам удобно для обработки. То есть у вас на практике такого не было ни разу? Вы не сталкивались с ситуацией? Сталкивались. Вот как раз физика, допустим, машинка у нас реализована с помощью стандартного юнковского Wheel Collider. И еще там каких-то пара сервисов, сейчас я пытаюсь вспомнить. Короче, что-то там было, я, к сожалению, уже не помню почему-то, видимо, потому что давно это уже мы делали и уже все работает, и мы не трогаем. В общем, где-то необходимо было вызывать именно вот такой вот подход, именно как у менеджера, то есть сделай то-то, сделай мне вот какой-то другой функционал вызовется или еще что-то, вызови такой метод, вызови такой метод, в общем. Обычно это работает именно в виде использования вот этой Entity Component System как контейнера зависимостей, то есть мы регистрируем вот эти внешние части системы как зависимости и потом общаемся с ней. Спасибо. Микрофон, пожалуйста. У ребят, которые Entitas сделали, у них последний доклад про то, как прикрутить Unity UI к Entitas. И вот там они довольно неплохо описывают, вот как прикручивать такие dependency к Entitas. Посмотрите. Кстати, UI, да, очень хорошая ремарка. Делается, опять же, тоже, просто на ура. Если кто-нибудь работал с ActionScript 3 или использовал версию Pure MVC на другом языке, есть такие? Не так много. В общем, суть в том, что это такой стандартный MVC подход. И я просто ради интереса при подготовке к докладу решил все-таки с ним разобраться. И там используется примерно такой же процесс маппинга UI-ных событий к действиям, которые мы производим над данными. То есть для UI, для реактивного UI эта вещь тоже очень здорово подходит. В общем, еще раз большое спасибо за доклад, особенно в конце дня, прямо такой глоток свежего воздуха, по крайней мере для меня. Я думаю, мы больше не будем задерживать людей. У нас сейчас будет целых 2 автопати на выбор.
там, по-моему, от бейджика зависит. Я думаю, вы знаете, если не знаете, опять же, в мобильном приложении есть информация о том, чего, где. Докладчиков, я думаю, вы еще сможете словить. Все, всем спасибо и до завтра.